Добрый день, снова компания ZF. Сегодня у нас Hyundai Santa Fe с двигателем D4 GT. Привезли автомобиль с посторонним шумом из клапанной крышки. Сейчас будем снимать клапанную крышку и смотреть, что издает этот шум. Итак, клапанную крышку сняли. Выглядит все замечательно, как будто все на месте. Будем искать дальше. Итак, мы сняли распредвал. Что мы видим? Задиры на шейках. Видите, да, какие? Прям цепляются за палец очень сильно. Вот там на первом дюбеле. Вот они, смотрите, прям. Пальцы режут. И звук. Нашли источник звука. Шурчащий гидрокомпенсатор. Все это последствия неправильной сборки двигателя. Потому что ГБЦ новая. И она шла в сборе. Но при установке нужно это все дело было разобрать, помазать, проверить, подергать те же самые гидрокомпенсаторы, залить все маслечком. И после этого только собирать, правильным моментом затягивать. А люди купили, поставили, просто прикрутили болты ГБЦ и думают, что оно будет бегать. А здесь даже, видите, нету герметика, который должен сидеть, крышечку закрывать, чтобы маслечко не текло. Но у них этого всего не было. Вот тут вот можно даже увидеть, сколько там масла. Зато они прокладку намазали маслом. То показали мы клиенту, то, что мы вам говорили. Задранные шейки, нерабочие гидрокомпенсаторы, разбитые. Вот. Распредвал с задирами тоже. Вот. И согласовали с клиентом, будем менять головку блока цилиндров. И плюс ко всему будем менять маслонасос. Это все последствия, ребята, неправильной сборки двигателя. Потому что, повторюсь, головка новая. Ее просто неправильно установили. Так, дорогие зрители, сейчас мы продолжаем снимать головку блока цилиндров. Что нам нужно для этого сделать? Для этого я соединил все провода, естественно. Соединил патрубки впускного коллектора, патрубки от радиатора, головки блока охлаждения. Вот. Открутил турбину. Подсвечу, посмотрите. Видите, да, там выпуск, подача масла, ЕГР снял. Вот. И скоро мы уже будем выдергивать головку вверх. Сейчас осталось отсоединить еще пару патрубков. Будем выдергивать головку вверх. Итак, головка блока откручена. Мы ее уже даже чуть приподняли. Мы используем кран, чтобы это все сделать аккуратненько. Вот. Сейчас осталось отсоединить два патрубка, которые нет доступа, когда все на месте, на охлаждение и на обратку турбины, обратная подача масла. И все. Что, головку блока мы демонтировали. С виду все выглядит очень неплохо. Сейчас промеряем блок и будем устанавливать новую головку. После того, как поменяем маслонасос. Да, нам еще тут нужно сменить маслонасос. Так, сейчас мы снимаем масляный насос. Для этого нам понадобилось снять подушку двигателя правую. Вон там она в углу лежит, можешь показать ее. Сейчас я снимаю натяжитель ремня, ролик натяжной. Снимаем вот эту крышку и будем откручивать масляный насос. Ну еще шестереночку надо снять.
так выглядит масляный насос. Сейчас мы его пытаемся оторвать от герметика и приклеим блок цилиндров. Вроде должны быть. Сняли масляный насос. Выглядит он вот так. Он выглядит изнутри, да? Да. После снятия поддона на маслоприемнике, это вот эта штука, мы обнаружили вот такую вот непонятную мочмалу, в которой есть стружка. И вот в поддоне, видите, вот они, кусочки, вот он. Это наводит на мысль, что нужно снимать, смотреть вкладыши на коленвале. Так, мы продолжаем поиски образования нашей стружки. Мы сняли блок баланс полос, решили проверить, что тут что. Здесь, в принципе, все выглядит неплохо, блок новый. Вкладыши, в принципе, не задраны, но все равно грязь присутствует, мелкая стружка тоже. Но это мы все отмоем, обратно вернем на место. Вот. А стружка у нас пошла. Шатунные вкладыши, видите, да? Задиры ужасные. Причем 4-й, 2-й цилиндр более-менее, 3-й вообще прям снять и выбросить. Что? Замена головки блока у нас превращается потихонечку к ремонту мотора. Это, судя по всему, и есть причина задиров на головке. Итак, решили мы обратить внимание на поршня цилиндров. И видите, да, какой люфт. В общем, судя по всему, жизнь этого двигателя закончилась. То есть сейчас мы будем снимать блок, правильно я тебя понял? Да, снимаем блок, вытаскиваем, будем смотреть постель, но вывод напрашивается только один. Неправильный ремонт ведет к катастрофическим последствиям.